Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня будем рассматривать тестер внутреннего сопротивления аккумуляторов HRM10 от компании FNIRSI. Но этим возможности прибора не ограничиваются. Им можно измерить не только внутреннее сопротивление аккумулятора, но и обычное сопротивление от 0,01 миллиома до 200 Ом и постоянное напряжение до 100 вольт с точностью 0,5%. Им как можно тестировать практически все виды аккумуляторов, так и проверять качество соединений, качество контактов в выключателях, да и определять реальное сопротивление проводов, даже если они короткие. Этим же прибором можно отсортировать аккумуляторы по заданным параметрам. Об этом я расскажу дальше в ролике. Если вам интересны обзоры приборов, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Прибор поставляется в такой красивой упаковке, хоть дари его на день рождения. Это визитная карточка FNIRSI. Упаковке они уделяют большое значение. Плюс ко всему, о качестве приборов они тоже заботятся. Коробка еще была запакована в целлофан, который я уже снял. Сзади на коробке указаны характеристики прибора. Вы можете остановить видео и ознакомиться с ними более детально. Точность прибора проверялась другими блогерами, и его характеристики соответствуют заявленным. Открываем коробку. Сверху лежит паспортный прибор. Он на нескольких языках, причем есть и русский язык. В паспорте прибор описан довольно сжато. Смотрите видео до конца, и вы узнаете ту информацию, которой в паспорте нет. Есть еще такой желтый квадратик. Это своеобразный знак ОТК от FNIRSI. Запакован прибор в вспененный полиэтилен, что повышает сохранность прибора при транспортировке. Снимаем бокс вместе с прибором. Под ним лежат щупы Кельвина и шнур для зарядки прибора. Шнур зарядки полметра, а на концах разъемы USB и Type-C. Зарядного устройства в комплекте нет. Также этот шнур можно использовать для обновления прошивки прибора и переноса сохраненных измерений на компьютер. Щупы Кельвина заслуживают более детального рассмотрения. Это необычные крокодилы. Каждому такому крокодилу идет как минимум 2 провода. Каждый провод идет к своему контакту щупа. Один провод к этому контакту и другой провод к этому контакту. Эти 2 контакта между собой изолированы. Всего к щупам идет 4 провода. Они идут к 4 контактам в разъеме, как вы видите. Получается 2 токовых провода и 2 провода напряжения. С физикой процесса разбираться не будем, так как она непростая и займет много времени. Особенность такого 4-контактного подключения – это позволяет измерять напряжение и сопротивление с большой точностью. К тому же прибор генерирует тестовый сигнал частотой 1 кГц. В результате мы получаем точные показания на дисплее прибора. Давайте рассмотрим сам прибор. Посередине клавиатурный джойстик. Как он работает, я покажу на практике. Длительно удерживаем среднюю клавишу, и прибор себя тестирует и включается. Мы видим большой дисплей с большими цифрами. Дисплей хорошо читается под разными углами зрения. Одновременно отображается напряжение и сопротивление. Сверху отображается время и дата, а также стоит значок, что звук включен, и показан уровень зарядки аккумулятора прибора. Если уровень заряда станет меньше половины, то рекомендуется прибор зарядить. Сверху находится разъем для подключения щупов.
Как я и говорил, тут 4 контакта. Сбоку находится разъем Type-C для зарядки аккумулятора. Аккумулятор тут стоит на 1000 мАч. Насколько хватит этого заряда, не указывается. Подойдет любое зарядное устройство на 5 вольт и 1 ампер с USB выходом. Через этот же разъем можно обновлять прошивку и переносить на компьютер сохраненные данные прибора. Тут находится окошко светодиода, он горит красным при зарядке. А тут булавкой можно сделать общий сброс прибора при его зависании. А вот так выглядит прибор снизу. Есть такое отверстие, чтобы подвесить прибор. Но особенность этого прибора – это резиновые ножки, что позволяет прибору не скользить по столу. Разработчики с FNIRS пошли еще дальше, и они установили резиновые ножки еще и здесь. Откидываем ножку, ставим прибор, и прибор за счет этих ножек не скользит. И в таком положении прибором удобно измерять. Складываем ножку, ложим. Прибор также хорошо держится на резиновых ножках. Давайте я вам покажу работу с прибором, а уже потом изучим его меню. Подключаем щупы, разъем круглый. Тут находится ключ, и в щупах находится ключ. Ключи совмещаем, вставляем и закручиваем до упора. Прибор готов к работе. Хотя этот прибор продвигается как тестер аккумуляторных батарей, но меня в нем больше привлекает функция замера малых сопротивлений. Можно замерять сопротивление шунтов, проводов, контактов, качество соединений. Для примера давайте возьмем этот провод. Такие провода пачками продают на AliExpress. Щупы подключаю непосредственно к той половинке крокодила, к которой подключен провод. Замеряем 662 миллиома. Такой маленький провод, а сопротивление почти Ом. Я считаю, что это много. И лишний раз подумаю, использовать ли такой провод для своих схем или нет. Вот берем провод 4 медь. Обжатый с двух сторон НШВИ. Сопротивление 4,25 миллиома. Таким проводом уже можно работать. При покупке бухты кабеля этим прибором можно замерить сопротивление жил кабеля и сравнить его с таблицей. Если сопротивление будет больше приведенного в таблице, то это значит, что в меди или много примесей, или это усеченка, то есть провод с сечением меньше заявленного. И нужно подумать, стоит ли такой кабель покупать. Этот прибор поможет, если нужно изготовить шунт нужного сопротивления. Как вы знаете, даже современный мультиметр меньше 0,1 Ома не измеряет. Причем при малых величинах у него очень большая погрешность. А вот с этим прибором изготовление шунта не проблема. Вот у нас нехромовый провод. Подключаем один щуп к концу провода, а второй передвигаем. Вот как видите, чем дальше от конца провода, тем больше сопротивление. Выбираем нужное сопротивление и отрезаем нужную длину провода. Если нужно подкорректировать сопротивление уже существующего шунта, то это тоже не проблема, и не нужно это делать на глазок или делать дополнительные измерения уже после усилителя показаний шунта. Процесс подгонки сопротивления шунта становится намного проще. С помощью этого прибора можно определить сопротивление контактов выключателя. Вот пример китайского выключателя. Включаем. Вот нам показывает сопротивление контакта выключателя. Опять выключаем. Включаем еще раз. Смотрим сопротивление контакта выключателя около 10 миллиом. Если у нас несколько выключателей
и минимальное сопротивление контактов важно, то этим прибором мы можем выбрать лучший выключатель. Возьмем концевой микропереключатель, подключаем, нажимаем, сопротивление около 8 миллиом. Вот нажимаем еще раз, опять 8 миллиом. Я считаю, что такие показания нормальные. Бывают случаи, когда сопротивление показывают ohмы, а то и десятки ом. Такие выключатели нуждаются в замене. Также можно протестировать контакты реле. Они имеют свойство подгорать со временем. Подключаем щупы к контактам, подаем на обмотку напряжение срабатывания реле и в зависимости от результатов или оставляем реле в схеме, или зачищаем контакты реле, или вообще меняем его целиком. Прибор замеряет внутреннее сопротивление всех аккумуляторов. Согласно закону Ома, для полной цепи напряжение на выходе аккумулятора зависит от его внутреннего сопротивления. Согласно формуле, напряжение на выходе равно ЭДС аккумулятора минус внутреннее сопротивление, умноженное на ток. А ЭДС – это напряжение на клеммах аккумулятора без нагрузки. И чем больше это сопротивление и больше ток, тем меньше выходное напряжение аккумулятора. То есть, чем меньше внутреннее сопротивление аккумулятора, тем лучше. Возьмем гелевый тяговый аккумулятор, который я использую вместе со солнечными батареями. Измеряем напряжение 12,3 вольта, сопротивление 15 миллиом. Давайте попробуем сделать повторный замер. Как видите, показания приблизительно сходятся. И давайте я вам покажу, почему контакт именно нужно зажимать, а не прижимать к клеммам сомкнутые контакты щупов Кельвина. Вот берем и ставим. Как видите, сопротивление прыгает. Давайте еще раз пробуем. То же самое. Этим показаниям нельзя верить. Вот берем опять, подключаем. И у нас опять показания такие же. Поэтому всегда зажимаем контакт. А если это сделать невозможно, то раскрываем щуп и касаемся одновременно сразу обоими контактами щупа. Тяговый аккумулятор больше для работы со стабильной нагрузкой, а не с пусковыми токами. Поэтому не обязательно внутреннее сопротивление будет минимальным. Но для этого аккумулятора 15 миллиом – это хороший показатель. Минимальное сопротивление наиболее актуально для стартерного аккумулятора, применяемого в автомобилях. И для тестирования используются специальные приборы. В них, кроме напряжения на клеймах и внутреннего сопротивления, указывается пусковой ток, степень зарядки и изношенности аккумулятора. Исходя из этих данных, прибор или предлагает аккумулятор зарядить, или забраковать. Я планирую заказать такой прибор и сделать по нему обзор. Подписывайтесь на канал, чтобы его не пропустить. Хотя и внутреннее сопротивление, что показывает такой прибор, также поможет судить о ресурсе автомобильного аккумулятора. Но чаще этот прибор применяют для тяговых аккумуляторов и аккумуляторов для электроинструмента и домашних приборов. Например, можно проверить аккумулятор от телефона, фонарика, измерительного прибора, электросамоката, гироскутера и других средств передвижения с электромоторами. Давайте проверим аккумулятор 18650 от фонарика. Тут будет проблема его подключить данными щупами. Можно так зажать. Подключаем таким образом. Смотрим показания. Напряжение 4 вольта. Внутреннее сопротивление 63 миллиом. Эти показатели хорошие для данного аккумулятора. Специально для измерения напряжения обычно этот прибор не используют. Похожие характеристики обеспечивают большинство мультиметров.
Но если мы решили замерить напряжение, то стоит учитывать, что это должно быть постоянное напряжение и не больше 100 вольт. А переменное напряжение этим прибором измерять запрещено. Давайте посмотрим, как управлять прибором. Нажимаем верхнюю кнопку. Теперь мы можем выбирать диапазон измерения напряжения. Оставляем авто, нажимаем кнопку вниз. Тут мы можем менять диапазон измерения сопротивления. Также оставляю авто. При нажатии на среднюю клавишу мы замораживаем значение и можем щупы отсоединять. Нажимаем еще раз и заморозку выключаем. Длительно удерживаю правую клавишу и перехожу в меню. Первый пункт интересен тем, кто имеет дело с большим количеством аккумуляторов. Это сортировка аккумуляторов по параметрам. Нажимаем ОК. Тут есть 8 предустановленных значений для сортировки аккумуляторов. Сейчас стоит первая предустановка. Мы можем ее менять. М2, М3 и так до 8. Возвращаем первую предустановку. Сейчас все предустановки настроены одинаково, но мы можем значения подстроить под свои нужды. Сверху задано максимальное и минимальное значение напряжения, а снизу максимальное и минимальное сопротивление. Кнопками влево-вправо мы можем выбрать, какой параметр будем изменять. Нажимаем ОК. Тут мы можем выбрать цифру, которую будем изменять. И потом кнопками вверх-вниз меняем это значение. Нажимаем ОК. Мы значения подкорректировали. Также мы можем изменить все 4 значения. Замеряем аккумулятор. Как видите, мигнул зеленый сигнал. То есть нам показало, что аккумулятор прошел проверку. Берем заранее непроходной аккумулятор на 1,5 вольта. К тому же он разряженный. У нас мигнул красный сигнал. Это показало, что аккумулятор не прошел проверку. Так мы можем быстро проверить много аккумуляторов, отсев те, которые по параметрам не подходят. Чтобы выйти из режима, длительно удерживаем правую кнопку. Следующий пункт меню «История». Входим. Тут хранится история тестирования согласно предыдущего пункта. Обычные измерения прибором сюда не попадают. Эту историю можно переместить на компьютер. Достаточно его соединить с прибором при помощи шнура, и прибор определится как внешняя флешка. И история будет находиться на этой флешке в виде файла Excel, где мы можем увидеть данные значения. И этот файл мы можем переместить на компьютер. Выходим, нажав на правую кнопку. Следующий пункт – калибровка по напряжению. Для калибровки нужны образцовые напряжения. Если у вас их нет, то этот пункт пропускаем. Следующий пункт – калибровка по сопротивлению. Тут также для калибровки нужны образцовые сопротивления. У меня их нет. Единственное, что я могу, это откалибровать 0. Причем не нужно цеплять щупы друг за друга. Берем проводник, ставим щупы максимально близко друг от друга. Нажимаем ОК. 0 откалиброван. Выходим. Следующий пункт – громкость динамика. Я выставил примерно треть. Вы же клавишами вправо-влево можете поставить громкость по своему усмотрению. Нажимаем ОК и выходим в меню. Следующий пункт – настройка часов и даты. Для настройки жмем ОК. Нажимаем еще раз ОК. Первым нам предлагается подстроить год. Кнопками вправо-влево мы можем выбрать цифры, которые собираемся настраивать. А кнопками вверх-вниз мы значения регулируем. Потом перемещаем вправо-влево и настраиваем все значения даты и времени. После того, как настроили, нажимаем ОК.
Чтобы выйти, жмем левую клавишу меню. Главное не запутаться. В одних пунктах выход правой кнопкой, а в других левой. Дальше яркость регулируется так же, как и звук. Одобряем. Дальше выбор языка. Выбор невелик. Выбираем английский. Следующим пунктом мы можем настроить функцию автовыключения. Тут мы можем выбрать 5 минут, 15 минут, 30 минут или вообще ее выключить. Выходим. Дальше идет системный сброс к заводским настройкам. Тут мы можем увидеть фирму-изготовителя, модель и версию прошивки. На данном приборе я прошивку обновлял. Как это сделать, можно ознакомиться в паспорте прибора. Я системный сброс делать не буду, поэтому жму Cancel. Чтобы выйти из меню, жмем левую клавишу. Чтобы выключить прибор, длительно удерживаем среднюю кнопку. В общем, мне прибор понравился. Особенно то, что он может замерять малое сопротивление. С этим порой приходится сталкиваться, а замерить нечем. Тестирование аккумуляторов тоже удобная функция. Выбираем аккумуляторы, какие можно ставить в прибор, какие подзарядить, а какие вообще выкинуть. Функция, конечно, нужная и полезная. К тому же мне понравился приятный дизайн. Отдельный лайк производителю за резиновые ножки. Это существенно повышает удобство пользования прибором. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Будет полезно, если вы поделитесь опытом работы с подобными приборами. Ссылку на прибор я оставил в описании. Поделитесь видео с теми, кому этот прибор может быть интересен. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых роликах.